13 февраля 1934 года. Чукотское море. Пароход «Челюскин» уже несколько месяцев стоит вмерзший в ледяное поле и дрейфует вместе с ним. Внутри 104 человека, начальник экспедиции Отто Шмидт и капитан Владимир Воронин. Около полудня по корпусу проходит дрожь. Ледяные поля вокруг судна пришли в движение и начали сжиматься. Сталь борта гнется внутрь, заклепки отлетают как пуговицы, в трюм врывается вода. Через 2 часа все кончено. Корабль, построенный для северных морей, раздавлен, и 104 человека остаются на льдине посреди полярной зимы. Их будут снимать со льда самолетами 2 месяца. Запомните эту картину, мы к ней еще вернемся. Лед раздавил стальной корабль, как картонную коробку. Ни шторм, ни скалы, ни огонь. Просто замерзшая вода, которая медленно сжалась. Теперь другая картина, из нашего времени те же самые широты. Стальной корабль длиной в 2 футбольных поля входит в сплошное ледяное поле толщиной 3 метра. Это больше, чем рост человека, вставшего на плечи другому. Такой лед выдерживает севший на него транспортный самолет, и корабль идет сквозь него. Не пробивается отдельными ударами, а именно идет непрерывно, час за часом, оставляя за кормой канал чистой воды. Лед, который раздавил Челюскина, расступается перед ним, как вспаханная земля. Между этими 2 кораблями нет пропасти в 1000 лет. Есть одна инженерная идея, которая перевернула сам подход к борьбе со льдом. Дальше вы увидите, в чем она состоит и почему главная деталь ледокола совсем не двигатель. Вопрос фильма звучит просто. Как корабль проходит сквозь лед, который невозможно пробить? Слово «невозможно» здесь стоит не для красоты, и чуть позже мы честно посчитаем, почему ни один корабль на свете не способен пробить 3-метровое поле силой. Пока зафиксируем сам парадокс. Существует преграда, которую не берет ни мощность, ни разгон. И существуют корабли, для которых эта преграда стала рабочей дорогой. В фильме про стальной корабль мы выяснили, почему многотонная сталь вообще держится на воде, ведь ее удерживает вес вытесненной воды. Тогда плавучесть была ответом на загадку. Сегодня она станет инструментом, потому что ледокол использует собственную плавучесть и собственную тяжесть как рабочий орган, как молот. Как именно, увидим через несколько минут. Есть и заблуждения, которые надо убрать с дороги сразу. Почти все уверены, что ледокол режет лед острым носом, как топор полена. Отсюда и привычная картинка – разгон, удар, треск. Только нос у ледокола не острый. Он пологий и скругленный, больше похожий на ложку, чем на лезвие. Корабль, который якобы рубит лед, на самом деле устроен так, чтобы никогда его не рубить. Мы в каждом фильме вскрываем по одному такому скрытому механизму. И если вам интересно видеть технику насквозь, подписка на канал будет лучшим способом не потерять эту серию. Любой инженер, впервые столкнувшийся со льдом, начинает с одной и той же мысли. Раз преграда стоит на пути, ее надо пробить. Больше стали, больше мощности, больше разгон. Давайте честно проверим этот путь до конца, потому что на нем инженерия провела десятилетия. Сначала оценим противника. Морской лед на сжатие держит давление в десятки атмосфер. По этой характеристике он близок к слабому бетону. Представьте бетонную плиту толщиной 3 метра, уходящую во все стороны до горизонта. Именно это видит перед собой капитан в высоких широтах. У этой плиты нет краев, ее не обойти, а весит она столько, что цифру даже неловко произносить. 1 квадратный километр 3-метрового льда тянет почти на 3 миллиона тонн. Теперь оценим наши силы. Толкает корабль вперед упор винтов. У самых мощных судов в истории этот упор измеряется сотнями тонн. Сотни тонн тяги против поля, где счет идет на миллионы. Чтобы продавить сплошной лед грудью, как бульдозер продавливает забор, этой тяги не хватит на порядке. Корабль с вертикальным бортом упирается в кромку, лед перед ним крошится, обломки набиваются между корпусом и полем, трение растет, и машина, способная пересечь океан, останавливается перед замерзшей водой, буксуя, как автомобиль в сугробе. «Хорошо», — скажет сторонник силы, — «тогда разгон. Отойти, разогнаться, ударить». Такой прием действительно существовал, он называется работой набегами, и им до сих пор пользуются в тяжелых перемычках. Только вот удар по льду – это удар и по кораблю. Каждый набег отдается в корпус, в машины, в людей,
а продвигает судно всего на длину корпуса, и расход топлива при этом чудовищный. Прочный лед после удара нередко просто держит форму. Пробить дыру можно. Пройти 1000 километров дырами нельзя. Оставался последний довод силы, самый жесткий. Строить корпус все крепче, пока сталь не победит. Судьба Челюскина показала цену этой логики. Против сжатия ледяных полей, за которым стоит ветер, разогнавший миллиарды тонн льда, не существует достаточно толстой стали. Прочность здесь вообще не аргумент, потому что противник тяжелее любого корабля в миллионы раз. Сила уперлась в стену. И тогда в споре взяла слово вторая школа, которая предложила вещь, звучащую как издевательство. Не пробивать лед вовсе. У льда есть тайна, и она решает все. Лед, почти неуязвимый на сжатие, позорно слаб на изгиб. Раздавить его трудно, а вот переломить в несколько раз легче. Вы пользуетесь этой разницей каждую зиму, даже не замечая. Корку льда на луже не получится продавить пальцем. Палец соскользнет. Но наступите на нее, и она с хрустом переломится под ногой, потому что под коркой пустота или вода, и ваша нога гнет ее, как гнут через колено ветку. Плитка шоколада ведет себя так же. Сдавить ее в руках почти невозможно, а переломить пополам может ребенок. Причина в том, как лед устроен изнутри. Замерзшая вода – это кристалл, пронизанный микроскопическими трещинами и пузырьками рассола. Пока вы его сжимаете, трещины сдавлены и молчат. Стоит его согнуть, и нижняя сторона пластины начинает растягиваться. Трещины раскрываются, бегут навстречу друг другу, и пластина лопается. Лед не боится давления. Лед боится растяжения. Значит, весь вопрос в том, как приложить к бесконечной ледяной плите не удар в торец, а изгиб. Как согнуть то, что лежит на воде? Ответ отыскался ошеломляюще простой. Плита лежит на воде. Значит, под ней нет опоры, вода проминается. Нужно просто нагрузить плиту сверху чем-то очень тяжелым, и она прогнется и переломится, как корка на луже под ногой. А самая тяжелая вещь, которая есть у моряков, всегда при них – это их собственный корабль. Теперь соберем ледокол. Но сделаем не острым, а пологим, наклоненным к воде под небольшим углом, как полозья саней. Такой нос при движении вперед не бьет в торец льдины, а выезжает на нее сверху. Корабль в буквальном смысле выползает из воды, насосай часть ложится на кромку поля, и на лед начинает давить вес в десятки тысяч тонн. Для льда это приговор. Плита прогибается на податливой воде и ломается изгибом, тем самым способом, против которого у нее нет защиты. Раздается треск, нос проседает, корабль надвигается дальше, и все повторяется, шаг за шагом, в непрерывном ритме. Со стороны кажется, что судно спокойно плывет сквозь лед. На самом деле оно безостановочно шагает по нему, проламывая себе дорогу собственной тяжестью. Обломки при этом надо куда-то девать, иначе они забьют канал и зажмут корпус. Для этого обводы носа сделаны так, что отломанные льдины подныривают под соседнее поле и уходят вдоль бортов вниз, а вдогонку им из-под корпуса бьют струи воздуха. Эта система называется пневмообмывом. Завеса пузырьков вдоль бортов работает как смазка, снижая трение стали о лед. По ватерлинии корпус опоясан ледовым поясом, полосой особо прочной стали толщиной почти 5 см, а за ней стоит второй корпус, внутренний. Между ними метровое пространство, и пробоина внешней обшивки еще не означает воду в машинном отделении. Осталась последняя угроза, та самая, что погубила Челюскина – сжатие. Что если поля сомкнутся на корпусе? Ответ на этот вопрос нашли еще до первых ледоколов. Норвежец Фритьёф Нансен, готовя судно «Фрам» к дрейфу через Ледовитый океан, заказал корпус с яйцеобразным скругленным сечением без вертикальных бортов, за которые лед мог бы ухватиться. Когда поля сжимались, они не прокусывали «Фрам», а выдавливали его вверх, как мокрое арбузное семечко выскальзывает из сжатых пальцев. Судно трижды зимовало во льдах и вышло без единой пробоины. Это скругление живет в обводах каждого современного ледокола. А на случай, если лед все же обнимет корпус слишком крепко, внутри стоит креновая система. Мощные насосы перегоняют сотни тонн воды из цистерн одного борта в цистерны другого. Корабль раскачивается сбоку на бок, как человек, расшатывающий застрявший в бревне топор,
и вырывается из ледовых объятий. Справедливый вопрос. Откуда такая уверенность в цифрах, если речь о льде посреди Полярного океана? Ответ короткий. Этот спор решили не рассуждениями, а испытаниями, и решают и не до сих пор. Первым доказал делом адмирал Степан Макаров. В 1899 году по его настоянию был построен «Ермак», первый в мире ледокол арктического класса, заложенный именно под идею наползания и слома весом. Макарова высмеивали, а «Ермак» в первый же год работы выводил из льдов застрявшие пароходы и показал, что тяжелый корабль с пологим носом делает то, что не под силу никакому тарану. Сегодня за опытами стоит целая индустрия. В Петербурге и в Хельсинки работают ледовые опытовые бассейны, огромные крытые каналы, где намораживают настоящий лед. Хитрость в том, что лед для моделей специально ослабляют присадками, ведь модель судна меньше настоящего в десятки раз, и лед для честного эксперимента должен быть слабее во столько же. По такому льду гоняют модели будущих судов и меряют усилия на корпусе, прежде чем на верфи отрежут первый лист стали. На действующих ледоколах в обшивку вклеены тензодатчики, крошечные приборы, которые чувствуют, как напрягается сталь при каждом наползании, и годами пишут эту нагрузку в память. А над всем этим летают спутники, по снимкам которых прокладывают дорогу во льдах, потому что даже атомоход предпочитает не самый короткий путь, а самый слабый лед. Вся эта пирамида измерений и дает те цифры, которые мы называли. Но у нее есть и второй итог, менее приятный. Испытания показали не только силу ледокола, а и черту, за которой он бессилен. Черта проходит там, где лед перестает быть ровным полем. За полярную зиму ветры и течения годами гоняют ледяные поля друг на друга, и на стыках вырастают торосы, хаотические гряды из вздыбленных обломков. Над водой торчит гребень в несколько метров, но это лишь верхушка. Под водой у тороса висит киль из смерзшегося месива, уходящий вниз порой на 20 метров. Наползать здесь не на что, ломать изгибом нечего, это уже не плита, а подводная гора. Такие гряды даже атомный ледокол проходит теми самыми набегами, отходя и ударяя метр за метром. Еще тяжелее многолетний паковый лед. Однолетний лед, каким бы толстым он ни был, насыщен рассолом и потому податлив. Но лед, переживший несколько полярных лет, успевает избавиться от соли и превращается почти в пресный монолит, вдвое более прочный. Поля такого льда, толщиной в несколько метров, это уже противник на равных. И, наконец, сжатие, старый знакомый из 1934 года. Когда ураганный ветер налегает на миллионы тонн льда и двигает их как единую массу, канал за кормой ледокола закрывается быстрее, чем корабль его прокладывает. Стенки сжимаются, трение по всей длине корпуса вырастает многократно, и наступает момент, когда 60 мегаватт мощности не могут сдвинуть судно ни на метр. Современный атомоход при сильном сжатии останавливается и ждет, а вместе с ним встают и караваны судов, которые он вел. Такое случается на северных трассах и в наши дни, и это полезно знать каждому, кто думает, что лед давно побежден. Не побежден. С ним договорились, и у договора есть граница. Правда, инженеры и из этой границы сумели выжать неожиданный ход. Вспомните, с чего начинался спор – пробивать или ломать весом. Победил вес. Но у победившей школы оставалась неловкая слабость. Сам ледокол нужен не для себя, он пробивает дорогу для обычных судов, а обычное судно без него во льдах беспомощно. Каждому танкеру и газовозу в Арктике полагался провожатый. Дорого, медленно, и караван все равно движется со скоростью самого слабого. Решение оказалось из тех, что сначала вызывают смех. Инженеры спроектировали суда, которые ходят в тяжелом льду кормой вперед. У этих гигантов винты сидят на поворотных колонках, способных крутиться на месте вокруг своей оси на полный оборот. А корма спроектирована как нос ледокола, пологая и скругленная. На чистой воде такое судно идет обычным порядком, носом вперед, как все. Встретив тяжелый лед, оно разворачивается на 180 градусов и продолжает путь кормой вперед. И корма наползает и ломает лед весом. А винты при этом еще и размывают лед струей, подтачивая его снизу. Газовозы высших арктических классов ходят так через Карское море без всякого сопровождения. Целый завод замороженного газа едет на таком корабле задом наперед.
Один корпус совмещает два судна – ледокол и транспорт. И идея слома весом, родившаяся из наблюдения за коркой льда, дожала спор до конца. Теперь тяжесть работает даже с той стороны корабля, где никто ее не ждал. Вернемся туда, где начали, на льдину рядом с тонущим Челюскиным. 104 человека стоят на замерзшем море и смотрят, как лед доламывает их корабль. В тот февральский день счет в матче между сталью и льдом был совсем не в нашу пользу. Лед умел давить, а корабли умели только терпеть. Сегодня по тем же самым морям, над той же самой точкой, где лежит на дне Челюскин, проходят суда, для которых трехметровый лед – это расписание, а не приговор. Изменился не металл, изменилась мысль. Инженеры перестали спрашивать, как выдержать давление льда, и спросили, чего лед не выдерживает сам. Ответ лежал на поверхности каждой замерзшей лужи. Лед не выдерживает изгиба. Все остальное – пологий нос, яйцо Фрама, крен, пузырьки воздуха, корма в роли ледокола – выросло из этого одного наблюдения. Преграду, которую нельзя пересилить, можно переломить, если найти, в какую сторону она слаба. Хрустнет корка под ботинком на зимней дороге, и в этом коротком звуке будет вся механика атомного ледокола. Тяжесть сверху, пустота снизу, изгиб и трещина. Разница только в том, что у вас под ногой сантиметр льда, а у него 3 метра. Принцип один и тот же, и теперь он ваш. Вопрос вам в комментарии. Если бы вам предложили место на борту, куда бы вы пошли? На мостик атомного ледокола в разгар полярной ночи или на газовоз, который идет сквозь лед кормой вперед? Любопытно, что выберет большинство. Это была механика мира. Подпишитесь, чтобы видеть, как устроено то, что кажется невозможным.